Всем доброго времени суток, вы на канале Дача Лайф, и сегодня у нас речь пойдет об таком растении, как вы уже видите, это одуванчик. Одуванчик всем известное растение, которое, в общем-то, является лекарственным, но одновременно оно является у нас активным таким сорняком. Если так разобраться, вот у нас вот возле отмостки, допустим, везде, вот смотрите, большинство всего это просто вот именно одуванчики. Да? Если взять там край какой-то клумбы, допустим, вот тоже мы смотрим одни одуванчики. Почему у них растут? А растут они у нас потому что я их специально не выкапываю, а я доращиваю их именно вот до такого размера. Для того, чтобы добыть очень полезный, ценный продукт, и причем очень вкусный. Дело в том, что одуванчик не только лекарственный, но очень хорошее съедобное растение, обладающее вообще замечательными свойствами. И что из него можно приготовить, я вам сейчас покажу. В данный момент мы будем добывать корень одуванчика. Вот сейчас он уже зацветает. Это я просто для красоты вам именно выбрал такой вот побег. На самом деле одуванчики еще не цветут. Это только вот на солнышке. И вот пока он еще не цветет, его надо взять просто и выкопать. Сейчас попробуем выкопать, я вам покажу, какой из него получится. Такой корешок у нас. Одуванчик очень. Вот этот хороший у нас. Можно его подкопать и потом попытаться аккуратно вытащить. Вот смотрим. Немножко его обтрясем. Как видим, здесь у нас есть вот такой вот массивный корень. Сейчас мы накопаем их нужное нам количество. И потом я вам расскажу, что с ними надо делать дальше. Мы накопали такую вот горку одуванчиков. Я думаю, любому из вас не составит труда тоже их накопать. Даже любой сосед, наверное, не обидится, если вы избавите его участок от этого сорняка. Ну и вот возьмем одуванчик. Вот видите, нас интересуют вот такие вот корешки, которые размером где-то с палец, может чуть меньше. И что надо сделать? Нам надо его просто вот так вот отделить. Вот сейчас мы вот таких вот корешков отделяем. И потом покажем вам, что мы с ними будем делать дальше. Ну вот, ребята, мы обрезали эти корешки, помыли и залили их водичкой. В таком виде они пробудут у нас минут 20-30 немножко, чтобы вышел млечный сок. Хотя весной и осенью, если вы добываете эти корешки, млечного сока особо не выйдет, потому что как бы его там довольно-таки мало. И одуванчик вообще у нас как бы не горчит никак. И, в общем-то, это даже как бы и не надо. После того, как одуванчик у нас пролежит в воде некоторое время, минут 20-30, я уже упоминал это, нам надо будет его почистить по принципу, в принципе, как и чистятся вот корнеплоды типа морковки, то есть по его произрастанию вниз. Да? Если вы в противном случае будете двигать на себя, то он будет очень сильно брызгаться. Но я думаю, после первого опыта вы поймете, как его чистить. Нам его надо очистить от кожицы. В общем-то, можно прямо снять кожицу, но лучше просто его, как морковочку, просто ободрать от всего этого дела. Вот сейчас одуванчики мы почистили, закинули в кастрюльку с посоленной водой и будем их варить примерно 10-15 минут. После этого мы их охладим и уже будем подготавливать к жарке. Если у вас остались еще и маленькие корешки, не выбрасывайте. Их можно почистить, посушить. Сушить можно в духовке, температура 40-50 градусов. Потом они будут перемолоты или порезаны мелко. Из них можно приготовить хороший очень кофейный напиток, либо какую-то добавку к каким-то супам, борщам там и так далее. То есть об этом уже будет отдельное видео. Я думаю, что видео по теме «Еда под ногами» у нас будет много. Это видео будет заключено в отдельный плейлист. И дальше мы продолжим. У нас под ногами есть еще пырей, есть клевер, есть очень много растений. Мы о них о всех летом будем рассказывать, будем снимать видео. И я думаю, что у многих они станут как бы частью рациона, потому что нельзя упускать такие дикие полезные растения, в общем-то, из своего питания. Ведь мы все же знаем, что любое дикая, скажем, земляника, голубика намного вкуснее, чем та, которая выращена у вас на огороде. Но она не только вкуснее, она намного полезнее. А одуванчик, растущий вообще вдоль дорог, по которым ходит. Попробуйте пройти по своей капусте, что с ней станет.
А одуванчик хоть бы хны. В нем столько силы, в нем столько всего живого, хорошего. И он это все может отдать вам, если вы его будете правильно готовить и употреблять. Вот сейчас мы его доварим и потом продолжим. Ну вот, мы отварили наши одуванчики, остудили, промыли и порезали на кусочки длиной примерно так по 3-4 сантиметра. В общем-то, консистенция где-то как вот вареная морковка. В принципе, ничем не отличается. Они уже у нас готовы к жарке. И сейчас мы будем приступать к жарке. Чтобы пожарить наши одуванчики, нам понадобится одно яйцо. Мы с него будем делать панировочку. Взбиваем яйцо, засыпаем туда наши одуванчики. Вот. Все у нас тут улетают. Перемешиваем тщательно, чтобы они покрылись. Ну, можете делать это все как-то последовательно. Можете в разных мисках. Я просто перемешиваю с яйцом, чтобы они окутались. В качестве панировки я использую панировочные сухари. Можете, конечно, в муке. Все, мне нравится в сухариках. Я их просто насыпаю чуть-чуть сюда. И опять тоже, в принципе, просто перемешиваю. Так проще. Они покрываются у нас такой вот панировочкой. Можно, чтобы немножко постояли. Вот такие у нас получаются красавцы. Все. Сейчас будем разогревать сковородку. И будем жарить. Вот мы разогрели сковороду со сливочным маслицем. И всыпаем сюда наши одуванчики. Выглядит очень аппетитно. А еще более аппетитно оно, да, это все ешь. Если кто никогда не ел одуванчики, я думаю, что таких большинство, то скажу вам наперед, что одуванчик напоминает курицу и очень сильно напоминает рыбу, но без рыбного запаха. И поэтому, если вы кого-то угостите вот такими испеченными одуванчиками, никто у вас даже не поймет, чем вы их кормите. В этом есть интересная очень такая загвоздка, потому что вкус реально мясной, хотя продукт у нас растительный, в общем-то. Ну, как бы мы просто жарим до румяной корочки. Можно использовать сливочное масло, можно смесь сливочного подсолнечного, ну, на оливковом как-то не знаю, не пробовал. В общем-то, получается довольно-таки такие очень-очень вкусные пирожочки. Ну, вот так выглядит готовое блюдо после жарки. Очень вкусно и аппетитно. Я думаю, что кто попробует один раз, тот постоянно это уже будет употреблять. И будем дальше как бы вводить вас в курс, что вообще из того, что можно выкопать под ногами, можно есть с большой пользой для организма, а не просто есть. И поэтому, если не хотите пропустить новые интересные рецепты из того, что растет у нас под ногами, в лесу, на дорогах, везде, подписывайтесь на канал, ставьте лайки, комментируйте, будем обсуждать, будем объяснять. До новых встреч на нашем канале.